Я буду голосувати за Зеленського. Коней на переправе не меняют. Хто б що нагнав на нашого президента, але, блядь, ребята, це самий нещасний президент. В нього спочатку ковід, потім війна, потім ще касіно. Йому треба приймати непопулярні рішення в цей час. Я б за Зеленського голосував, якщо що, чесно. Ну, тому що він не кинув Україну, коли була така змога у нього. І якщо б не він, якщо б не наші військові, то Росія б вже давно б нас захопила би, чесно. Если б не Зеленский, Россия бы нас захватила, он не втік, він же бо не втік, то есть все нормально. Плюс вообще какой-то несчастный президент, конечно, он каждый день плачет. Вы думаете, почему Ермак так долго держался? Он его мог прижать, и он мог поплакать на его широкую волосатую грудь, потому что плакать же каждый день, приказы надо отдавать. А там в 2020 году ковид этот, понимаете, ничего не успел. Конечно, будем голосовать за Зеленского второй раз, отвечают украинцы. Понимаете? Но украинцам нравится, получается. Они на это ведутся. На все, получается, ведутся. Но тут интересный момент, когда украинцам Зеленский может как бы писать в глаза, пытаются делать это те же самые. Вот все хотят вернуть Крым, посчитали журналисты «Нового времени». От нардепка Таміла Ташева. Ситуація безпекова на всіх територіях теж різна. Ми маємо це розуміти. Я не закликаю абсолютно всіх людей виїжджати з тимчасово окупованих територій. При тому, Так, это что-то новенькое. Я не призываю всех людей выезжать из оккупированных территорий. я прекрасно розумію, що до людей можуть ставитись погано, що це питання безпеки людей і так далі. Що стосується Криму, наприклад, я кримська татарка, я можу сказати там про себе, що говорили кримські татари з самого початку. Якщо ви можете лишитися на своїй землі, лишіться там. Тому що якщо всі люди абсолютно поїдуть з окупованої території, хто там лишиться? Ми розуміємо. Вот это отличная логика. Если все уедут, а кто ж тогда останется? Кто ж останется? Що Росія паралельно заміщає своїм російським населенням територію Криму, Маріуполя, Донецької області, Херсонської області і так далі. Я не кажу, що Ну, там и так дальше. Россияне просто завезут туда всех на свете. Понимаете? Поэтому не уезжайте. Не надо уезжать из Крыма. Мы туда вернемся. Вы нам поможете. Вы смотрите, какой интересный нарратив запускают. Вот они пытаются точно так же вот это вот как бы дуть людям в уши. Но как-то выглядит очень глупо. А Зеленский вот это все. Я плачу каждый день. А гляньте, как украинцам нравится. Точно такая же история сейчас запускается военным. Военные же тоже украинцы, бывшие гражданские. Вот Федоров рассказывает, что в Украине запускают очень быстрый путь возвращения военных из СЗЧ непосредственно в топ-50 плюс самых эффективных боевых подразделений без батальонов резерва. Ну, короче, бросать будут на передовой. ССЧшник сразу в суперэффективный батальон попадает. Понимаете? Замануха какая. Цель заполнить 30-50% штурмовиков, пехотинцев иностранцами. И все как бы Федорову верят. Иностранцами сейчас всех заполнит. Ничего себе. Сам говорит Федоров, трансформация нас ждет. Про що цей проект? Які сенси в нього закладались і хто над ним працював? Так, дійсно, питання вже назріло, м'яко кажучи, і потрібна справедливість, світ в кінці тунеля для наших військових, які деякі вже там 4 роки і пішов 5-й рік знаходяться на полі бою, а свет в конце тоннеля нам Прометей Федоров несет. Деякі більше років, із 2014 року у нас велика кількість військовослужбовців, не тільки з початку повномасштабного вторгнення. Тобто є питання заробітної плати, є питання, і багато питань назбиралося за цей час. Є ще окреме питання, це процес мобілізації, який сьогодні відбувається. Ми бачимо багато різної інформації про те, як працює ТЦК, наскільки в суспільстві є певне обурення. З одного боку, нам потрібно посилювати поле бою і зупиняти ворога, і знищувати ворога. З іншого боку, мы бачимо десь силовую мобилизацию и... Где-то видим силовую мобилизацию. Представляете? Люди не хотят, ропчут. На Троєщині не бунт какой був. Це справедливе обурення викликає у населення. І от ми потрапили в всю цю ситуацію. Знаєте, це як робити операцію на серці, коли в тебе не вистачає обладнання, а ще немає світла і немає правильних ін'єкцій. І... Пальцем еще надо сказать. Пальцем. Не хватает, нет на операции ни света, ни ножа, ни скальпеля, пальцем. Знаете, вот эти, много было таких популярных этих самых, ложится там кто-нибудь, мужчина, женщина, там его так берет типа пальцем, вот так раз такой, и достает какую-то штуку, вот тут лопается такой шарик, кровище, вот это все. Операцию он собирается делать.
І тобі потрібно це робити для того, щоб серце не І, зупинилося. в принципі, ти ніколи не мріяв стати хірургом. Так, це м'яко кажучи, не Смотрите, мрія, точно. о чем они? Какие нахрен хирурги? О чем они? Ну вот о чем они? Говорит, через полгода вообще ситуация на поле боя изменится. Завдяки правильним закупівлям і конкурентним закупівлям, а ми змінили багато процедур щодо закупівель, по факту ми формуємо інше поле бою, тому що інші поставки, збільшується якість дронів і формується інша реальність на полі бою. Але росіяни, як показують попередні роки, вони адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. Зараз, от, там, найближчі 6 місяців точно у нас буде перевага. Росія тільки буде, от, як сьогодні ми записуємо інтерв'ю, напередодні Росія вдарила 30 ракетами балістичними по Києву. Ось це на все, на що здатен на сьогодні Путін, просто бити по центру міста балістичними ракетами, розуміючи, що це майже практично єдине питання, яке поки що ми не можемо самостійно закрити, а нам необхідна допомога. То есть Путин только по центру города. А куда он бьет? Куда? А, костюмы уничтожает, наверное. Американців і ця програма Pearl, яка фінансується європейцями, дозволяє отримувати кількість певну ракет на місяць. Але це якась вже агонія і У кого агония? нерви Путіна намагатися бити центр міста, вбиваючи цивільних. Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою, це ніяк не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск, і він його продовжує чинити, накопичуючи 2-3 тижні все, що він може накопичити. Це ми бачимо його максимум. Это вот максимум Путина. Вот это то, что мы, это вот все. Хуже не будет. Полгода ситуация вообще, у нас будет инициатива украинцев. Вот это министр обороны. А вы думали? Смотрите, как классно. Классно рассказал. А закупки какие? А, все сразу те, кто, помните, вот это Миндичей хейтили, сразу начали зализывать до красна. А ви з президентом не говорили про корупційні скандали? Ну як не говорив, звичайно, що говорив. Неможливо було такого, щоб я прийшов і не спитав. Президент каже, що Міндіч злодій долбойоб, то Миндич говорит, вор и долбодятел. мені здається, його ставлення до ситуації є зрозумілим. Почутого у відповідь від президента на мої запитання мені є достатньо для того, щоб і далі продовжувати вітатися при зустрічі і спілкуватися. Тому в мене так. У него так. Он что-то от Зеленского такое услышал, и этого достаточно, чтобы продолжать здороваться. Понимаете? Вот так вот меняется история. Вот так вот. Путин, значит, он на максимуме. Ничего не получается у россиян. Все отлично. Мобилизация там, Федоров говорит. Ну как мобилизация? Ну, мобилизация. Мобилизация как мобилизация, понимаете? Вот, пожалуйста, ГБР сегодня раскрыла издевательство в ТЦК в Одесской области. Мужчин били, незаконно удерживали, и они подвергались сексуальному насилию. По данным следствия, ТЦКшники незаконно удерживали мужчин, физическое и психологическое насильство воздействовали и действия сексуального характера. Вот вам как бы нормальные ТЦК, какие-то там проблемы с ТЦК, людей бьют на улицах. Вот ГБР об этом сообщает и прикладывает видео. Ну включи свет. Врубай свет. Присядь. Да. Саша, вставай. Пойдем, поглядим. Носом дыши. Носом дыши. Дыши, дыши. Нет, нет. Дыши носом. Глубже, дыши носом. Ну и, в общем, вот так вот и задержали. Представляете? Интересно, что их будут там... Что с ними будут делать в СИЗО, в тюрьме, после вот таких вот «дыши носом» в этом бусике и других вещей, которые они творили. Вряд ли будут только тапки носить зубами, как мы показывали когда-то. Да, какие-то проблемы с мобилизацией, какие-то там, да. Кто же это все делает? Разумков рассуждает, говорит, нам же Зеленский обещал, что это получается, вот эти все элементы насилия,
делают, ну, наверное же, там, это же герои, они же служили. Оказывается, не. Больше половины не служили в армії. Більше 40% ТЦКшниках було на фронті. Це там Зеленський казав, що в ТЦК не мають бути, всі мають бути лише з бойовим досвідом. 40% мають бойовий досвід. 40. 60 не мають взагалі. Тобто, якщо ми беремо 46 тисяч посад ТЦК, я пропоную взяти всі понад 60% і з них сформувати корпус, ТЦКшний корпус. Це буде близько там 30, навіть більше тисяч людей. Це 5-6 бригад. І хай оцей замміністра їх очолить. Причому я вважаю, що цим героям навіть не треба зброю видавати. В них все є для успішних операцій. Бусики є, балаклави є, нарваність є. От їх просто відправляємо. Вони заїжджають на російські позиції. Всі хапають, в буси позакидали, газом задули і повезли одразу в Чернівець, в Ужгородське ТЦК. Пам'ятаєте ці концтабори? Короче, собрали их на фронт, на передовые позиции россиян. Россиян, значит, это все бусифицировали и отвезли туда. В яких вони тримають людей. Причому умови, в яких сьогодні тримаються військовополонені, які потрапили до нас або здалися в полон до нас, російські військові, в них набагато краще, ніж у людей, які сидять в цих концтаборах ТЦКшних в різних містах нашої держави. Так хай повоюють, вперед, які проблеми? Это, кстати, очень серьезное политическое заявление. Условия содержания российского военнопленного лучше в Украине, чем условия содержания мобилизованного в ТЦК. Это прям очень интересная история. Причем все регионы, вот там кто-то передавал Ровно, Лопаты, да. Вот смотрите, журналистка пришла в ТЦК, в Ровно, искать брата інваліда. Я запит хочу вам надати. Ну, будь ласка, тільки письмовий. У нас військова установа. І взагалі, давайте я письмовий запит і залишу. Ну які запити? Що вам сказали? Кому ви маєте залишити? Я черговий. Какие запросы? Кто ты вообще? Пошла вон отсюда. Ставте свої посвідчення, по-перше, свій запит і тому подібне. Четверта влада. Де дозвіл? СБУ, де провірка СБУ? У нас закрита зона. Міністерство оборони України. Вам треба спочатку пройти доступ в Службу безпеки України, щоб вона надала доступ право на захід нашої території. Тоді далі будуть всі інші питання. А що у вас територія? Четверта влада, читаємо законодавство. Читай законы. Пришла тут, хочешь просить видеть кого-то, брата. Что тут вообще находишься? Пошла вон, проверь СБУ, у нас закрытый режимный объект. А яка у вас територія? Закрито. А де це позначено? Ну позначте. Я хочу запит залишити. Ну, та залиште, будь ласка, письмово, будь ласка, зверніться. Ні, я хочу залишити. Кому? Ну, то, будь ласка, залишайте запит. Який усний запит? Про що ви говорите, журналісти? Усний запит. Запити можна подавати в будь-якому форматі. Та ви що, серйозно? Так. Ну, добре, давайте записуйте. У нас немає де вас записати ваш усний запит. Як ми можемо передати? А електронну адресу, можливо, у вас? Будь ласка, на сайті у нас є сайт, будь ласка, зверніться. А де ваш сайт? Я не змогла його знайти. Зверніться, будь ласка, в вище Ви будете знімати на телефон там, ну, не треба знімати. Ну, для чого ви знімаєте тут? Щоб було підтвердження інформації. Будь ласка, видаліть. Ні, дід, набери контрозвідку, будь ласка, і Службу безпеки України. Добре. То тоді буде тут це. Будь ласка, видаліть. Да. І що? Короче, ее побили и выгнали. Она там записывает на диктофон, как ее били, издевались. Давай контрразведку, давай всех. Брата-инвалида пришла забирать. Брата-инвалида. А это Бучанский ТЦК, Бучанский. Вот там же говорили Буча, Фейгин, говорит, Буча. Вот она, новая Буча. Помогайте мені, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Значит, что произошло? Помогите. А що ви робите? Ну, там на самом деле много таких видео. Что произошло? Значит, по утверждению автора видео, значит, муж подруги Николай, которому, он, в общем, его 13 числа, да, по дороге в магазин окружили 8 сотрудников Бучанского ТЦК, запихнули в бус. 2 дня человек был без телефона, без связи, без ничего. 14-го, значит, позже удалось найти местонахождение. 15 числа утром они приехали в поликлинику, где его насильно, ну это же как бы то, что там, да, выходные, все дела, насильно его ВЛК заставляют проходить. Значит, в розыске он не находится, данные все уточнены вовремя,
Значит, жена вот этого Николая попыталась передать ему заключение из больницы о том, что у него травмы, какие у него есть после этого. После чего представители ТЦК начали просто тупо бить всех присутствующих. Ну, вот такая вот нормальная история. То есть все хорошо. Сегодня Лубенец вообще сделал заявление, что я за то, чтобы все закончилось. Все закончилось. Реформа должна быть ТЦК. Все, прям призывает. Ну, Лубенец в последнее время призывает, но он там призывает, кричит, а кто его послушает? Другое дело, вот депутаты рассуждают про ВЛК. Ми піднімали це питання з паном Михайлом, да, і він Ну, Михайло, вы же видели Михайло. Михайло это Федоров. зауважив, що буде запроваджене повторне ВЛК. Повторное называется ВЛК. Система повторного ВЛК. Все теперь должны медкомиссию пройти повторно. Після базової військової підготовки або під час цієї підготовки. То есть тебя засунули, привезли на это ВЛК, как вот в Буче, да, в Киевской области. Значит, его, так сказать, отправили, он уже проходит, он уже в учебке. А тебе еще одно ВЛК дают. Да, тому що дійсно дуже багато скарг від командирів частин, що наша ТЦК працює не на якість, а на кількість. І, в принципі, першочергова ця ініціатива щодо грошового забезпечення цілею номер 1 є це мобілізація іноземних військових. Иностранных военных надо мобилизовать, а этих списать, выгнать, убрать. Дешевле воевать иностранцами. Откуда? Какие иностранцы? А вот эти вот все осознали на 5-м году войны, что вот эти избитые, покалеченные ТЦКшниками, они, когда становятся солдатами, их ж мобилизуют, они, ну, как бы гиря на ногах бюджета. Але дійсно, умовно, 50% вони не придатні, ті, хто мобілізовані, до війська. Да, і тому, в принципі, командир кажуть, що давайте так, це умовно якийсь для державного бюджету тягар. Так. Ми їх навчаємо, одягаємо, годуємо, лікуємо, а KPI цих військових він набагато нижчий, ніж очікують держава. Тому на це треба реагувати. І я думаю, що ця реформа щодо грошового забезпечення, вона точно зможе зробити великі зміни. Вообще мне нравятся подходы современных руководителей украинских. Они такие, знаете, они такие современные. Они вот такие, знаете, такое инфо-цыганство. Ну типа, ну что вы вот это? Что вы? Вот смотрите, Путин, он слабый, это его максимум. Вот он ударил 30 баллистических ракет. Вот это все. Ну что вы? Ну успокойтесь. Да, это он от бессилия лупит. Мы сейчас, ничего страшного, мы это закроем, эту баллистику. Вообще тогда повоюем. Ну там кого-то избили. Ну да, народ, конечно, ропщет. Мы все избили. Иностранцы будут воевать. Иностранцев, конечно, возьмем. Лукашенко прав, людей нет. А тем, кто есть, впаривают как инфо-цыгане, понимаете? Впаривают какую-то дичь. Целый профессор Грицак вещает. Говорит, если ты находишься в депрессии по состоянию войны, ты Путину помогаешь. І треба, щоб навчився жити в таких умовах. Тому що перед нами 10, не знаю, 5, 10, не знаю, скільки років кризи. То есть, смотрите, 5-10 лет будет. Надо, чтобы человек научился жить в этих условиях. Ситуації постійної безпеки, балансування на між миру і війни, Трамп, всі таке, всі інші, знаєте це. Але це не має нас паралізувати. Людей таких. І він власне показує, що, знаєте, вона переходить через цей стан, стан страху, парачки, всі інші, вона розвивається. І думаю, що це той образ, цей досвід, який ми неминуче маємо ділитися світом і показати його. Ворог хоче, щоб ми перш за все зламались морально, а ми маємо триматись на зло. Я маю дуже просту формулу. Якщо ви приходите в депресію, ви допомагаєте Путіну. Так. Це той межа, яку не можете перейти. Все, ты в депрессии, значит, помогаешь Путину. Поэтому что? Поэтому никаких депрессий. Вон, пожалуйста, Хмельницкая область. Разбился самолет. Сообщили сначала, что это, там непонятно же, обломки. Были, в общем, учения, тренировочные полеты, что это МиГ-29, оказалось, немножко нет. Около 7 часов вечера, 16 числа, авиакатастрофа Су-24М 7-й бригады. Экипаж, летчик и штурман погибли. 2 летчиков погибли. Щирі співчуття, типа искреннее соболезнование семьям майора Загорулька и старлею Бабенко. На месте падения работают правоохранители. Пострадавших нет среди гражданских. В общем, как-то так. То есть
разбираются, что стало причиной, тренировались, и вот Су, в общем-то, разбился. Но ты не должен быть в депрессии. Родные. Нет, помогайте Путину. То есть, понимаете, до чего доходит вот этот нарратив? Абсолютное инфо-цыганство. Абсолютное. То есть, такое ощущение, что солдат — это не солдат, а солдатики они передвигают. Это не судьбы людей. Это солдатики. А в тылу, вот, пожалуйста, появляются вот такие замечательные инициативы. Детская песочница. Это Черновцы. График работы с 10 до 9 вечера. Билет 150 гривен. Льготный билет 100 гривен. По УБД, участник боевых действий, переселенцам можно заплатить 100 гривен. И многодетным семьям по 100 гривен. Бесплатно могут играть дети с инвалидностью, семьи, которые потеряли родных на войне. Но нужно удостоверение предъявить. Это вход, стоимость за безлимитный день. Браслет выдают, чтобы в песочнице поиграть в Черновцах. Браслет тебе выдадут. И если ты потерял родных, то тебе, пожалуйста, бесплатная песочница. Но ты должен удостоверение показать. Коммерциализация идет везде. Коммерциализация. Это в Черновцах. А вот в Одессе, на маяках, другие способы и расценки другие. Я хочу хлеб купить. Вам надо на хлеб деньги? Да. Да я вам просто так дам, мне ця книжка не интересна. возьмите хлеб. Не надо, сколько вам надо денежек? 16-20 гривен, вот так. 16-20 гривен. Мужик ходит, останавливаются там машины, продает книги. Не первой свежести, но книги. Он все там на русском языке. Говорит, мне до 16-20 гривен я там себе куплю какие-то, не знаю, мивины, что-то еще. Я чувствую, от вас алкоголем не пахнет, я вам дам даже больше, просто так, книжки мне не надо, спасибо. Вот тут хороший вот. Для вашего Не, пути. я не увлекаюсь, я не читаю, я просто так вам дам деньги, Так, спасибо. ну а дети читают? Так дети, сказки. Не надо ничего. Я тебе просто так, мужик, дам. А он, смотрите, он подходит, он как бы... видно, что он обездолен, видно, что он, ну, как бы, понятно, не пьяный, не какой-то там, не этот, но он как бы сознанием дела дает эти книги, потому что они хорошие. Мы не знаем, может, он не читал эти книги, но, в принципе, он видно, что он книги читал. И понимает, что это хороший сборник. Да, он там выглядит вот так, как выглядит, там, понятно, старый. Но таких ты в Украине уже не купишь, имеется в виду новые. У мене діти ще маленькі. Ну так буду читать. Сейчас, подожди. Хорошо, это советская книга еще. Вы сами с Маяк, да? А? Вы сами отсюда, с Маяк? Да. Да, я с Маяк. Спасибо вам большое. Нема за що. Вам Хорошого большое дня. спасибо. Давайте. Большое спасибо. С Маяк, оттуда. Именно оттуда. Книги продает, по машинам ходит. За 16-20 гривен на еду не хватает. На еду. А нам рассказывают про прорывы. А человек, который готовит еду, он во Львове женился недавно. Значит, это Клопотенко, повар Лавры и Елены Зеленской, школьного питания автор. Вот такие наряды у них на свадьбу. Сыграли под дождем, в кроксах, счастливые. А деду в маяках на еду не хватает. Но находятся всегда же позитивные блогеры. Давай, что мы так вот это вот... Вот все там говорят, там Шелест, что ты такой негативный. Давайте вот позитивно. Находятся позитивные блогеры. Ну да, дед, ну повезло тебе там. И книга осталась, может кому-то другому продашь. Хорошую, советскую. Таких уже не печатают. И еще там бесплатно кто-то даст, там 100 гривен. Клопотенко, он отгуляет свадьбу. А Україна візьме і розбагатіє. Україна стане багатою раніше, ніж закінчиться війна. І ось чому. О как! Сейчас она нам объяснит, почему Украина вообще станет богатой раньше, чем война даже закончится.
Україна не може стати багатою, поки триває війна. Саме таку думку часто сьогодні можна почути. Зокрема, її озвучив і відомий журналіст Віталій Портніков. Він навів приклад Ізраїлю. Мовляв, поки Ізраїль воював з сусідами, економіка не розвивалась. А справжнє економічне зростання почалося тільки після мирної угоди з Єгиптом. Але чи справді причина була у війні? Мене звати Яна Матвійчук, я займаюся підприємництвом і благодійністю вже понад 20 років. І я думаю, що причина була зовсім в іншому. Перші десятиліття Ізраїль будувався як дуже соціалістична країна. Земля фактично не була приватною. Багато підприємств контролювали профспілки. Економікою керувала держава. І саме це стримувало розвиток. Бо багатство створюють не чиновники. Багатство створюють підприємці. Подивіться на Південну Корею. Мирного договору з Північною Кореєю немає. Формально війна так і не завершена, але це не завадило Південній Кореї стати однією з найбагатших країн світу. Чому? Тому що там будували заводи, відкривали бізнеси, виробляли товари, створювали нові технології, тобто розвивали капіталізм. І тепер подивімося на Україну. Хіба сьогодні люди не відкривають у нас бізнеси? Хіба не будують нові виробництва? Хіба не створюються дрони? Хіба не працюють IT? Дроны! Дроны! Вот вы что? Ну, смотрите, бизнесы, люди бизнесами занимаются. Дед из Маяков не занимается бизнесом. Хотя почему? Он продает старые советские книги, ходит по парковкам. Тоже получается, он бизнесмен. Компанії. Я сама під час війни інвестувала у виробництво сидру в Закарпатті. І таких підприємців в Україні тисячі. Люди не чекають, поки хтось підпише якийсь папірець. Люди працюють вже зараз. Так, війна шкодить економіці, це очевидно. Але головне питання інше. Чи допомагає держава людям працювати? Чи заважає? Бо якщо зменшувати бюрократію, спрощувати правила, захищати приватну власність і давати людям більше економічної свободи, економіка може зростати навіть у дуже важких умовах. А нам сьогодні в Україні потрібна сильна економіка. Саме тому я не вірю, що Україні треба чекати миру, щоб почати багатіти. Багатство створюється не після війни. Багатство створюється кожного дня людьми, які працюють, ризикують і відкривають власну справу. Гроші потрібні нам для перемоги. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, Україні треба чекати миру для розвитку, чи економіка може зростати зараз? Напишите в комментариях, может вообще расти экономика сейчас? Может или нет? Ну, Украина может быть богатой и во время войны, почему нет? Жванецкий, по-моему, говорил, да, про дураков и умных, да? Что, ну, в общем, перехватили. И вот и появилось вот это, ну, перехватили одни других. Раньше умные управляли, сейчас дураками, а сейчас дураки умными. И вот поэтому все перевернулось, и вот сейчас мы видим вот это сплошное инфо-цыганство. Не отчаивайся, все будет хорошо. Предприниматели тебя спасут. Вот дроны можно производить. Можно там открывать чего-то в Закарпатье, почему нет? Давай, инвестируй. Но некоторые инфо-цыгане даже как-то выглядят умнее. Украина богатая. Вот продолжение темы и в финале шума. Вот прям вот это очень интересно. Как вот вы отреагируете на вот такое утюжение мозгов? Бедный не тот, у кого мало, а бедный тот, кому мало. Я прям кайфанул от этой мысли. Почему? Человек по своей природе такое существо. Мне никогда в жизни машины не было. Сафар купил машину, через 3 дня я уже на другие смотрел. На джипы, на 10 тысяч, 15 тысяч дороже. Моментально все. А до этого я о таких машинах мечтал. Когда iPhone новый выходит, нас прям теребит. Мы новый хотим. Новый. А когда покупаем, через 3 дня забываем. Почему ждем, когда еще один выйдет? Если бедный, например... Ну какой бедный? Я для своих детей мечтаю дом с бассейном. Мечтаю. А тот, у кого есть моих знакомых дом с бассейном, они его даже не заливают водой. Он им не нужен. Они уже хотят где-то далеко, где-то хоромы какие-то другие. Человек, вот мы все одесситы у моря живем, и нам это море не нужно. С Киева к нам, со всей страны ездят на море побыть, а мы вот бы на океан слетать. То есть человек по своей природе такой. И корпорации этим пользуются, превращают нас в потребителей. Мы хотим шоколад, мы хотим iPhone, мы хотим это, хотим. Почему? Всегда мало. Всегда будет мало. Что бы вы ни получили, вы захотите больше. Поэтому себя контролируйте. Не будьте людьми, кому мало. Понятно?
Кому мало, не будьте. То есть у кого мало, это не проблема. Но кому мало, если это проблема уже. То есть если вы будете всегда думать, вот было бы то, вы несчастливые будете люди, несчастными будете. Вы постоянно будете в нервах, как этого добиться, как того добиться. А если будете людьми, которые будут довольствоваться тем, что у них есть, у вас амбиции будут, желания, вы более счастливую жизнь будете жить, развиваться, общаться, то есть без нагрузки эмоциональной жить. Согласны насчет эмоциональной нагрузки? Ну, это же, в принципе, логично. Эмоциональная нагрузка, депрессия у тебя. Путину помогаешь, не надо помогать. А Украина будет богатеть, и все будет хорошо. Да и победа будет. Сейчас деньжат заработаем. Сейчас вот полгодика Федоров придумает реформу. Путин же максимум показал, что куда уже. И все отлично. Согласны или нет? Пишите в комментариях. Давайте пробежимся по вашим вопросам, конечно же, да, и, в общем-то, поймем, что к чему, как говорится. Так, значит, что еще важного? Да, дроны полетели на Запорожье, погиб 1 человек. Это вот сейчас сообщают после взрыва в Запорожье. Господи, такая новость интересная. Насильственная мобилизация в Киеве на улице, не догадайтесь никогда какой, Маккейна. Улица Маккейна. И там пхнут, собственно, мужика. На улице Маккейна, понимаете? Это вот отдельная новость. Сообщество YouTube, друзья, что пишете здесь? Так. Да, много комментариев. Спасибо, друзья, за то, что поддерживаете. Так, спасибо. Все шумят. Севастополь приветствует. Благодарю за шум, вашу позицию, внимание к аудитории. Я, который отправил видео... в Колобок, имеется в виду, Колобок, видеоматериалов дошли в Одессе и Шевченко. Добра и света, скорейшего мира. Спасибо большое. Просто сведению. Александр, изображение видео поведения Зеленского, которое вы показали в стриме, создают впечатление поведения Зеленского как поставщика эксклюзивного товара с определенными параметрами под заказ. Нехорошие мысли появляются. Сделки, которыми он могут сильно ударить именно по индивидуальным покупателям в случае публичной огласки. Полностью, Александр, с вами согласен. Так это и есть. Начинается жара? Да, начинается жара, Роман. В прошлом году Зеленский грозил в Москве блэкаутом. Все помнят, в чем это закончилось. На самом деле Украина, для самой Украины зимой. Теперь он обещает Москве тяжелую зиму. Украинцы в комментариях ему аплодируют. Странно. Они разве не забыли, как сами согревались бутылками, кирпичами и мечтали о весне? Но не добили же энергетику, понимаете? Все равно там. Все ждали ударов по генерации, я помню, в конце зимы. Но этого не случилось, потому что, опять-таки, все хулят дух Анкориджа. Ну так, подождите, так он помог, этот дух Анкориджа. Анна Салам, спасибо большое за поддержку, за донат в суперчате. Спасибо, если работает этот сервис, это очень помогает, благодарю вас. Так, что у нас еще в сообществе? Александр, пожалуйста, обрати внимание, это февраль 2015 года, Джордж Фриман, директор Стратфор, США, о создании зоны Междуморья для России. США построят санитарный кордон вокруг России. Россия знает это. Главные внешнеполитические интересы США сконцентрировались на отношениях между Россией и Германией, поэтому, объединившись, они являются силой, представляющей для США жизненно важную угрозу, и нашей задачей не допустить их союза. США контролируют все океаны на планете. Следствие можем осуществлять вторжение везде на планете, но никто не может напасть на нас. Хороший расклад осуществления контроля над океанами в космосе является основой нашей власти. Для России военный статус Украины предоставляет жизненно важную угрозу, и русские не могут просто так ставить этот вопрос. Да, я понял, кого вы цитируете. Спасибо за Джорджа Фридмана. В принципе, давно говорилось, что это тоже германский вопрос, и Берлин и Москва, объединившись, почему этот трубопровод, кость в горле, почему все это? Потому что это очень серьезная конкуренция, глобальная. Сейчас Китай конкурирует. Китай нужно давить. А пока есть Украина, понятно, что и Европа будет истощаться. Я вообще не понимаю немцев. Вообще не понимаю. Они готовы там отказаться, строить бундесферы. Это вся история. Мерц этот, который говорит, я не отдам Донбасс. Мерц, представляете? Ради чего? Какую прибыль они хотят?
Ну, расклад, что сейчас Россия развалится. Да Россия может остановиться в любой момент. Ну, взять и сказать, все, окей, вы просили, хорошо. Да, там война потом возобновится, все об этом говорят, но по большому-то счету. Если возобновится, все, удар ядерным оружием. Они думают, что Россия не ударит ядерным оружием и ничем другим. Но сегодня прошла информация, что Орешник может быть, ну, он сейчас или болванки, или ядерный, а может быть еще некий боевой. Там ситуация такая, что вот эти головки, они разогреваются, летят очень с большой скоростью. И вот когда там ядерная, там вольфрамовая, да, это как бы оно все выдерживает и, в общем-то, идет. А если обычная взрывчатка, температуры, все дела, то есть там очень сложно ее начинить не ядеркой. То есть или пустая, или ядерная. И вроде поставлена задача, там ищут материалы, чтобы вот это... И тогда это уже другая совсем угроза. Да, это просто ракета, которую невозможно сбить ничем. А видят ее исключительно потому, что Россия предупреждает о пуске, что это не какая-нибудь ядерная дура куда-то летит. Так, значит, да. Друзья, поставьте лайк, пожалуйста. Не знаю, отображается почему-то мало лайков. Что тут чатик? Шольцу нужен Донбасс, ха-ха-ха. Зеле нужен кокс. Ну, нормально, ложечка есть. Умерца. Ваша версия, каковы шансы выживания России, если сейчас противостояние России-НАТО потери несет только Россия, а НАТО только наращивает силы, удары и санкции? Ну, смотрите как. Ну, если будет противостояние НАТО против России, а кто сказал, что Россия будет одна в этом противостоянии? Вообще мне очень непонятно, почему никто не оценивает Россию более-менее трезво. Вот все очень стереотипны. Вот все очень стереотипны. Это там деревянные туалеты, покосившиеся избы, вот так все плохо. Те унитазы, которые есть, украли в Украине, понимаете? Но все вот видят, что, ну, как перемалывает война Украину. И все кричат, Украина стала сильнее. А Россия не стала сильнее. Имеется в виду, люди не стали подготовленнее к войне. Кто скажет, да нет, Россия большая, там много людей, им плевать. Ну не скажите. В каждом райцентре, ну если не в райцентре, но в регионе, есть уже там группа отслуживших по контракту в том числе, ну там все по контракту, есть побывавших, есть кому организовать оборону, и с каждым годом это только будет нарастать. Почему-то вернувшихся с войны все считают только, ну, какими-то бухарями, алкашами, зачинщиками, а они запустили программу внедрения их в государственный чиновничий аппарат. Ну, вот эти все там, не знаю, время героев или как-то, или что-то путаю, не знаю. Ну, короче, они внедряются в эту систему. В систему гражданской обороны, в систему той же мобилизации. Мобилизации города и населения. Да, пока это не так выглядит, но к моменту войны Россия и НАТО это будет выглядеть уже совсем по-другому. Плюс корейские товарищи, а там, поди знай, и Китай может вполне себе выйти на авансцену и сказать, вот мы за Россию, мы помогаем всем России. Так же, как 50 стран помогала Украине в этой войне. Если это НАТО, то это будет сразу мировая война. Все в нее втянутся и все подключатся. Мы еще увидим, что перед лицом этой войны из НАТО повыходят. Вот как сейчас вступили, так вот перед войной, если она будет развязана, повыходят. Поэтому тут очень спорный вопрос, кто победит. Просто оценивать нужно. Оценивать. Так... Турецкая крепость. Ну, давайте подведем итоги. Опроса, приблизил ли саммит семерки мир в Украине? 13%, 11% приблизить могут только украинцы, сплотившись. Ох, люди, смотрите и не верите в украинцев вообще. Жалко. 13%. Да, скоро все увидим на поле боя. 19% только отдалил, и 57% считают, что нет, все будет по-прежнему, вот такая же тягомотина, аккуратное повышение по ступенькам эскалации, страдания, лишения. Печальный, конечно, итог нашего опроса, но тем не менее. Спасибо большое за то, что проголосовали. Так. Так, какую чушь пишут про язык? Ну, это да.
Мгм. Ну, общайтесь между собой, вижу, там потери с двух сторон, кто Стыцко, кто не Стыцко. Так, для Москвы угроза только украинская ментальность и больше ничего. Перестаньте воспринимать их как врагов, поймите, что есть определенная политическая позиция. Разве сложно? Это, наверное, общаются друг с другом россияне и украинцы. Очень много сейчас остроты. Россияне, украинцы, причем там одни боты, вот эти, которые, я не знаю, индусы, не индусы, ну, типа, другие боты, боты на ботов. Очень тяжело среди ботов оставаться нормальными людьми. Я это понимаю. Я это понимаю, но давайте все-таки не терять лицо и писать свои комментарии. Как я говорю, хорошие, добрые комментарии. Но не обязательно хорошие, добрые. Имеется в виду свои, живые комментарии, не прикрываясь. Александр, как вы думаете, всех украинцев в Польше заберут на войну? Нет, не всех. Не всех заберут на войну. Там уже те, которые украинцы в Польше, уже там скоро будут почти поляки. Поэтому не заберут на войну, не думайте. Но им лучше украинцы все равно, чем понаехавшие цветные. Хотя и таких хватает там. Александр посмотрел сегодня все. Хочу вас спросить, как вы можете характеризовать сегодняшнюю Украину с медицинской точки зрения? Периодически вкалывают адреналин. Пациент лежач. Я о государстве. Иногда дергает ногой. И на аппарате искусственной вентиляции легких. Ну, вот так бы я сказал. Шелест, я ни разу никого здесь не оскорбил. Так я вас не имею в виду, что вы кого-то оскорбили. Или восприняли, что вы бот? Нет, вы что. Саша, у меня вопрос о статье немецкой и нидерландской прессе. О создании военных лагерей для русских военнопленных. 1 на 2000 мест. Ваше мнение, и как Путин должен реагировать? Евгения, Швейцария. Евгения, смотрите. Мы же не знаем на самом деле, для кого эти лагеря. Я не хочу вдаваться в лютую конспирологию, но давайте тоже. Вот ТЦК, да? Массово работают? Точечно, но явление массовое. 35 тысяч, тут давайте в соотношении пропорций городов, стран и количества населения. Сколько там населения в этих Нидерландов, да? Это нидерландская пресса пишет, там в Германии об этом тоже говорят. И какой будет объем, условно. То есть это не обязательно для российских пленных. Это может быть так рассказывать, что это инфраструктура. Но это инфраструктура ссылки, подготовки, штрафбатов и других форм работы как раз-таки с мобилизацией. Нет, понятно, что земля там дорогая в Европе, и нужно строить и готовиться и к лагерям военнопленных, но это, я думаю, не первоочередная задача. Плюс, возможно, будут высылать определенных лиц, скажем так, за пределы, ввиду войны, военного времени. Устанавливать цифровое подданство, и это очень пригодится для этого будущего дивного нового мира. Поэтому я понимаю, что это, конечно, подается, что это для русских военных, как Путин должен реагировать, эскалация. Но мне кажется, они строят немножко для другого. Мое мнение. Так, спасибо за эфир, желаю вам мира и добра, хоть это невозможно в таких условиях. Да уж, условия еще те, спасибо вам большое за пожелания. Как вы думаете, Зеленский понесет наказание за свои преступления? Но в планах Зеленского нет, конечно. Он награды будет собирать, оружие продавать, делиться опытом, как побеждать Россию. Он думает, что он выйдет на очень хорошем, скажем так, очень хорошем уровне. И финансовом в том числе. Александр, заметьте, все, что опробовали в Украине, вводится в Европе. Да, именно так и есть. Как появилась такая страна с территорией, ресурсами, экономикой, наукой? Это Европа помогла или Штаты, коммунисты мешали этому? Украинцы хоть поняли, что им подарили страну, а они, по сути, отплатили черной неблагодарностью? Смотрите, спасибо вам за этот месседж. Это всегда сопровождается. Еще раз. Украинцам никто ничего не дарил. Если вы имеете в виду все блага.
строил весь Советский Союз. Страны большие, там сегодняшние страны когда-то были одной большой страной. Но были республики в этих странах. И строили в том числе и украинцы. Другое дело то, что строили их деды и прадеды, они же сами продали, разворовали, разрушили, позбивали. Вот где трагедия. Да, строили все вместе. Понимаете, в чем дело? Это неправильно. Материальных претензий нести никто, вы не можете предъявлять. Потому что долги Советского Союза Россия взяла на себя, Украина и другие вот эти республики отказались участвовать в этих долгах. И отказались от имущества за рубежом, активах там за рубежом СССР. Они полностью перешли под Россию. То есть, справедливо это или нет, но так договорились в 91 году. Это было правильно и по понятиям. Кто что построил, конечно, но НИИ были и в Москве, и в Киеве. То есть центры были и там, и там. Да, это была одна большая страна, но украинцы тоже строили. Мне кажется, те украинцы, которые там строили Днепрогэс, восстанавливали после Великой Отечественной, все, они сейчас в гробу переворачиваются, крутятся вот так. Некоторые, конечно, видите, выходят и кричат, что потужно, Зеленский лучший, но тем не менее. Путин, если припрет, куда жахнет ядеркой, по бритам или по западенцам? Александр спрашивает. Я думаю, что он не жахнет ядеркой. Я думаю, что он жахнет конвенциональным оружием по базам, по модели Ирана. Те будут тоже бить в ответ. Будет веселуха адская. Но сухопутной составляющей войны России и НАТО и Европы не будет. Сухопутка вся уже здесь. Имеется в виду в Украине, на украинских фронтах. Я думаю, никто никуда не попрет, никто ничего захватывать не будет. Будут так перестрелки, оценят мощь, потери, рынки фонды рухнут и быстренько это все дело свернут. Испугаются. Так. Здравствуйте, Александр. Почему нет эфиров с Арестовичем? Он же там объяснял, мне тоже присылали. Нет. Слушайте. Так уж сложилось. Это не мое решение, я не могу вам ответить мотивацию. То, что объяснял неделю назад у себя в эфире, мне там скинули, прислали перепоны, потому что у меня слишком все плохо. Надо смотреть объективнее. Хоть объяснили в эфире подписчикам Арестовича. Почему? Потому что у меня такой информации нет. Пауза, и все. Может, она продлится вечно, может, без понятия. Еще раз. Есть разные, скажем так, взгляды на... Есть люди, которые меняют свою позицию. Есть люди, которые смотрят и строят какую-то... Там Арестович и многие другие, не только Арестович, они строят свою какую-то модель публичности, выступлений, так или иначе. То есть вы же видели Собчак, помните, там полгода назад, обувь, эти все там другие. Это такое планирование. Я в нем не участвую. То есть я в этом деле не принимаю ничего, никаких решений и так далее. Мы беседуем. Моя задача показать вам совершенно разное мнение. Я очень хорошо добивался этой задачи в эфирах с Алексеем Арестовичем. Хорошо, такого мнения не будет, будет какое-то другое. То есть, а там же персональный вы поняли, то есть персональная стратегия и план дальнейший. Поэтому, планы разошлись. Так бывает, ничего страшного. Спасибо всем большое за внимание к этому вопросу, как говорит Дони. Посмотрел, так. Вы что заканчиваете? Заканчивали. Я заканчивал журналистику, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Так, привет. Трамп додавит Зеленского в этом году или только компроматом после Г7? В этом году закончится война? Ваше мнение? Спасибо. Я думаю, в ноябре закончится все-таки. Он выторговал время до ноября.
Вообще, конечно, для меня лично очень больно, когда вот этот цирк устроили с Лаврой, когда, ну, с Довженко, вот эти все удары. Нам же не показали все удары, куда еще летело. Я вам хотел поставить в шуме, ну там и так, видите, опять как бы больше 2,5 часа, пожалуйста. То есть там же пожары, там 3 вертолета, куча тонн воды спустили, там очень серьезные были последствия. Но все запомнили, что Лавру, фотографии Трамп посмотрел, как Зеленский на фоне обломка сфотографировался и возмутился. И все сделали вывод коллективно прессой западной и мерцами вот этими всеми, что он теперь тяготеет больше вот к Украине и глобалистам. Но посмотрим, приедет ли Витков с Кушнером. Вот посмотрим. И как тогда, куда будет он тяготеть. Я думаю, что компромат мы еще увидим. И Умерова не просто так притащили и таскал за собой Зеленский. Во-первых, он гражданин США, а во-вторых, это тоже такая... Он себя легитимизирует за столом Г7. Легитимизирует. Ему этого очень не хватает. Плюс он Умерова пытается вывести из-под удара. Ну как же, смотрите, тут Трамп под рядом Умеров сидел, а Умеров под ударом. Умеров под ударом. Вопрос, будет ли Усик президентом? Да. Думаю, да. Вопрос, какой Украины? Что от нее останется? Президент уже в любом случае не будет тем президентом, который в сегодняшнем понимании президентства, и даже вчерашнем, и позавчерашнем. Ну, а так почему? Может быть президентом. Почему нет? Но это уже не будет президент с бэк-офисом Ермака, Миндича и всех остальных. А так может и быть. Вот таким президентом он может быть вполне. И это будет компромиссная фигура, которая там кого-то как-то объединит, кого-то с кем-то, чемпион мира и так далее. Опять-таки, откуда взялись вот эти все чемпионы мира, артисты разговорного жанра, всякие там членопианисты, откуда они все взялись? Потому что за ними стояли силы, а их выпечили, потому что их народ любит. Ну или там хорошо относятся. И вот все кинулись, как наживка, вот как в рыбалке, да, на крючок. Опа, и все, власть на крючке. А уже тянут эту рыбу, бьют по удочке, чтобы ее там немножко... Это уже другие люди. А это наживка. Руки другие у этой рыбалки, понимаете? Поэтому может. Я помню, как смеялись, был у меня в гостях когда-то, давно уже, кстати, Александр Ланецкий. Ну, он из Прибалтики аналитик. Грамотные вещи, кстати, выдавал. Может, очень сложно было воспринять, но по прошествии времени, вот вам, пожалуйста. Усик, говорит, будет президентом. Вопрос, что будет решать президент? Все-таки вот одна степень была суверенности в президентстве Порошенко. И смотрите, какая сейчас степень суверенности Украины при президенте Зеленском. А дальше будет еще хуже, ну, то есть меньше этой суверенности. Конечно, он пускай будет президентом. Он будет ходить, чего-то открывать. Его, как обычно, сначала все будут любить, а потом будут плевать. Но он не будет ничего решать. Но нужен новый общественный договор. Вот что нужно. Сколько будут билеты на Кличко и Усика в ринге? Нет, я думаю, не будет этого. Спасибо за вопрос. Нисколько не будет. Хотя там Кличко Владимир говорит, я еще могу боксировать. И Усик говорит, я еще 2 года побоксирую. Все такие боксеры. Все вот смотрят, например, понимаете, в чем дело? Это же спорт. Это вот спорт. То есть Зеленский может не уходить сколько хочет. И эти думают, что не могут не уходить сколько хотят. Но всегда найдется боец мощнее и сильнее, потому что там объективные данные. А тут не объективные в этой войне и в политике. Почему Россия не разрушает транспортную инфраструктуру Украины, как говорил Пасков? Денис спрашивает. Ну, какой-то странный вопрос. Опять-таки, разрушает. Ну как, точечно, узлово, каким-то образом разрушает. Все еще будет.
Понимаете? И Зеленский, вот смотрите, когда Зеленский намекает на то, что в России будет тяжелая зима, это означает, он будет бить по подстанциям своими этими же дронами, ракетами «Фламинго», «Штиллермана» и всем остальным, там, что там, «Бегемот». Вот у Украины «Бегемот», а у России «Бандероль». Вот эти типа большие дроны, чуть с большим зарядом. И они будут бить. И вот тогда война приобретет другой характер. Ну, то есть... Поэтому все еще впереди, мне кажется. Если это не... Поэтому и надо это все закончить. Ущерб колоссальный по транспортной инфраструктуре. Просто что это пока удается быстро ремонтировать. Как думаете, врачи мучают совесть за свои диагнозы на ВЛК? Роман? Думаю, нет. Думаю, они воспринимают это как выживание, как зарабатывание денег, потому что все равно это вертикали. Все равно там условно там какие-то 5 тысяч, или 10 тысяч, 15 тысяч. Или как вот брали, например, какие-то несчастные $3000 за какой-то диагноз, какие-то врачи. Это деньги на выживание. А те, которые большие деньги, о которых там известно, такса, это же все равно вертикаль, они передают дальше. А когда ты вроде как дальше передаешь, то уже и не стыдно. Понимаете? То есть так это все работает. Вот ТЦКшник лупит человека, выбивает из него бабки. Но он же часть, причем серьезную, большую часть отдает наверх, себе оставляет вот это. Он как бы разделяет вот это все преступление со всеми. Поэтому там круговая порука, поэтому вот это там, помните, начальницу ВЛК Крупа, ей там поздравляли, руки целовали и все остальное. Андрей, вы заметили, как многие фейки оказались правдой? Да, с биолабораториями вообще потрясающая история. От Анны, ой господи, Тулси Габбард. И так много потом позже окажется тоже другого, но тогда это уже тогда не будет не иметь никакого значения. Вот если бы тогда нашлась бы какая-то сила в США, которая поддержала бы эту историю с биолабораториями. Вы же помните Псаки, эту рыженькую, говорит, это бред, это фейки. Проходит вон сколько лет, пожалуйста, выходит и рассекречивает документы. Что у Зеленского с лицом? Ну а как вы вот думаете, когда столько народу положить? Что, это еще хорошо держится. Еще так, знаете. Ну, а какое может быть лицо? Конечно, он потеряет все свои навыки на этом всем. Столько проклятий от людей получать. Тут он кто-то вспомнит, то и кается, то уши горят. А представьте у него. Скольких он предал цинично, кинул, обманул, убил. Поэтому... А бойцы ВСУ верят во что? Бойцы ВСУ в основном воюют, верят в Бога. Я имею в виду нормальных людей, не вот этих там. И, конечно, верят в какую-то справедливость. Это же выучка, это тоже как бы определенная ограниченность сознания. Верят, наверное, в то, что они защищают, это потом будет страна, и они будут иметь вес в принятии решений, как она будет дальше двигаться, строиться, развиваться. Наивно, но без этой веры, и, наверное, так не будет, но без этой веры нельзя воевать. Верят в то, что там, детей еще увидят, жену поцелуют. Верят, вот они вот в это верят. Вопрос, когда возможны выборы в Украине и возможно ли вообще? Юта задает. Юта, спасибо вам за этот вопрос. Я думаю, что это будет главный сюрприз итогов Г7. Главный. Потому что Зеленский разгоняет тему «давай встретимся», а через Виткофа и Кушнера, да или в прямых телефонных разговорах, может вполне себе разогнаться и подняться опять тема «а давайте Зеленского переизбирать». Помните, Зеленский истерил? Как-то говорит, вы хотите меня свергнуть или провести выборы, тогда давайте. И тогда выйдет Трамп и скажет, смотрите, Путин подписывает указ, то есть бюрократически запускает процедуру в воюющей Российской Федерации проводить выборы в Госдуму. Так давай выбирай парламент, давай выбирай себя, Зеленский. И это будет очень неожиданный удар. Все говорят, они к этому готовятся. Нет.
Они сейчас уже вроде как проехали. Но очень внезапно это вбросится и будет активно продавливаться, и надо будет реагировать. Как реагировать такому потужному человеку, который вон на саммите Г7, который, конечно, он скажет, я всех соплей перешибу, я буду побеждать. Вот так вот. Саша, а ты был когда-нибудь в России? Был один раз в Меловом. Приехал снимать передачу от Луганского областного телевидения, а там это на границе. Я перешел вот так через мостик, без паспортного контроля, без ничего, зашел в магазин, посмотрел, какой-то лимонад там продается, сельский. Нашел 1 рубль на мосту над железной дорогой России и Украины. Где-то забрал его с собой, поносил с собой как сувенир. Ну, в принципе, никогда больше в России не был. Саша, прокомментирую решение от Гааги о Крыме. Геннадий Дигромов. Напомним, что это история про претензии к территориальные воды Украины на момент захваченного Крыма, Азовское море. Короче, вопрос вот, да, проходит... Решение не актуально, но оно нам показывает тенденцию. Оно показывает тенденцию и... Очень интересно, знаете, вывод какой я сделал? Когда прошло много лет, легче быть объективным. Когда много лет прошло. Когда чуть-чуть, ну вот там начинаются всякие ветры, там, МУС, Международный уголовный суд, вот эти все вещи. А вот когда много лет, немножко смотрят на эту ситуацию, ну так о чем мы тут судимся? Конечно, территориальные воды, там, да, российские воды, украинские. Поэтому Гаага, она же тоже может по-разному. Это очень длинные процессы обернуться. Значит, есть обоснование. Если есть обоснование, то есть прецедент. Если есть прецедент, то, извините, подвиньтесь. В международном смысле территории водные, имеется в виду, отсудила российская сторона. 1 рубль вас купила Россия. Во-во! Это вот единственные деньги из России, которые я держал в руках, вот, которые я заработал, не знаю, взял, нашел, как правильно сказать. 1 рубль. И мне так понравилось, там, рубль, ничего себе. Там же гривни, копейки. Они же тогда копеек было много, они ходили. То есть можно было за копейки рассчитываться, там, билет покупать. Еще это давно было. То есть я там, сравнил. Вот рубль, а тут копейки, ничего себе. Интересно было тогда. Молодой был. Так бы не взял бы, конечно, этот рубль сегодня. А вы что? Сразу сказали бы, все, финансируешься. Рубль, понимаете? Ну, это, конечно, шутка, юмор. Так. Потери Украины в среднем 1300 в сутки, 365, 470 человек в год. Если война до 2030-го, 470, 1 900 000 мужчин, украинки, останетесь Зеленского, останетесь без мужиков. Спасибо вам за подсчеты. Но они не будут работать, потому что официальные потери 54 000. Пишет Татьяна, неправда, человек всегда отвечает за действия, даже под давлением он мог сказать, я уволилась, хотя мне в клинику очередь стояла, просто начальница обманывать заставила, сменилось начальство. Смотрите, вы уволились, а куда идти? Ну, куда идти ТЦКшнику? Куда идти там вот этому врачу, который, куда, на какие зарплаты? На фронт тоже берут врачей, тоже загребают, они военно обязаны. Поэтому тут каждый, я имею в виду, оправдывает сам для себя. То есть вопрос же был, как будут они, будет им стыдно, не будут? Мне кажется, что нет. Саша, привет, у нас 4:30, очень рада, что ты в эфире. Привет из Сибири. Привет вам в Сибирь. Татьяна Воробьева, спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на сегодняшнем шуме. Будем смотреть, конечно, за происходящим, наблюдать. Но я думаю, что очень много хорошего, или как важного и стратегического, мы узнаем спустя пару дней после G7. А еще больше мы узнаем после того, как все-таки Трамп додавит сделку с Ираном, которую там Израиль будет срывать, бомбить Ливан, вот это все. Но вот когда там уляжется, угомонит там Трамп Нетаньяху,
Нетаньяху говорит, я пойду на выборы. Может, Нетаньяху переизберется и успокоится. Тоже вариант, понимаете? Поэтому, я думаю, мы узнаем на следующей неделе гораздо больше про этот Г7 и то, что действительно важно. Потому что глобалистская пресса пишет сейчас вот тут, что Трамп, смотрите, вот он переобулся. Но Трамп, ну, знаете, как есть песня «Шелест ночью, шелест днем» разный. Вот Трамп тоже ночью днем, ночью разный. Трамп днем, Трамп ночью разный. В любом случае, всем большое спасибо за сегодняшний эфир. Хорошо пошумели. Добра и света.